О! Все, пошла я. Давай, Дашенька. Нашел пропажу. Все, давай, Дашунь. Хорошего дня тебе. Хорошо, спасибо. Всем доброе утро. Вы на канале, где семья живет, учится, работает в Сербии. Заморозки. Ну и правильно, что, февраль, зима. Видно, вся трава в инии. Ну, пускай сейчас морозы будут. Вон почки уже набухают. Вон, видите, как? Это абрикос у нас. Надеемся, то, что когда все расцветет, заморозков не будет, как в том году это было. Ну все, Даша в школе, мы на работу. Сейчас покажу, как мы зарабатываем деньги. Ну, не только так. Рыбу повесили вот в такую. Это сетка, которая для утепления дома. Для фасада дома. Вот эта вот сетка. Дим так придумал, чтобы мухи не залезали. Но не залезает. 3 штучки осталось. Потому что Дмитрий очень любит соленую рыбу. Глафира Петровна. Что там? Куда Даша поехала? Даша в школу поехала. Быстрее смотри, куда поехала. Все, мы собираться. Кстати, на улице -0. Влажность 90%. Свежо. Но днем +15, +14. Ну а мы все отправляемся в путь, дорожку. Все, можно говорить? Или ты еще не включил? Привет, друзья! Я сегодня хотел сказать, точнее, ну не рекламировать, а посоветовать. У меня есть знакомый, который мне делает авто. Ну, обслуживает, там, меняет колодки, там, и так далее, и так далее. Вот Катя вставит его телефон. Это не реклама, просто мой совет. Парень просто вот с головой, поверьте мне, у него все в порядке и с руками, и с головой. Вот, он живет в Байше. Вот он сейчас у себя дома работает. У него есть там небольшая яма, там навесик небольшой. Вот, и вот он делает машины, ремонт практически любой. Практически. Ну, если там что-то сложное, конечно. И электрику он, и мотор, и ходовая, и вообще все. Вот. И самое важное, что самое вот, для людей же это нужно, несколько факторов. То есть, во-первых, когда вы оставляете машину, вы можете взять у него подменный автомобиль. У него есть своя машина, вы садитесь и поехали. Вот я так делал. Он говорит, там, пару дней, потому что там у меня ремонт сложный был. Вот. Он мне машину отдавал свою, я на его машине ездил. Так как здесь доверенности не нужно, ничего не нужно, то есть я прям на его машине ездил. Вот это первое. А второе, он выезжает помощь на дорогах. То есть он не эвакуирует, а вот именно он приезжает, во-первых, по телефону он сразу консультирует, что можно, что нельзя. Приезжает, он вот, я так скажу,
вчера у меня что-то то ли как он называется-то, суппорт заклинил на правом переднем колесе. То есть просто заклинил, но от того, что давно не меняли тормозную жидкость, вот он уже поменял мне ее. Ну, короче говоря, там влага, вот не буду вдаваться в подробности. Короче, он заклинил. Я ему звоню, говорю, слушай, вот у меня заклинил, ну колесо крутится, но слабо и дымит. Он говорит, все, давай, я приеду. Нет, он не сказал, то, что... Не, он не сказал, да? Он говорит, приезжай завтра. Ну, он да, говорит, приезжай завтра, я тебя, говорит, приму, давай. Ну, у него там народ, как бы там все, там, не надо там записываться за неделю, там, за месяц, не надо. То есть позвонили, если что-то срочное, он говорит, давай, все, подъезжай, он тебе коридорчик временной найдет. И он вчера мне звонит вечером, уже часов, наверное, 8-9, он говорит, слушай, давай, я здесь неподалеку подъеду к тебе, посмотрю, что там у тебя с авто. У меня в гараже уже все стоит, он говорит, я говорю, ну, давай, конечно. Он подъехал, у него там полный багажник всех инструментов, ключей. Он мне все снял, суппорт, все прокачали, все там, все суппорт заработал. И я вам что скажу еще главное, ну для многих это важно, и как и для меня, но и для всех. У него супер цены. Я не буду сейчас там расклад какой-то давать, ну боюсь обмануть. Вот. Но парень, зовут его Денис, живет он в Байше. А подбор машин занимается? Да, забыл. Да. Подбор машин занимается не для того, чтобы ему потом их ремонтировать. Вот это важный момент. А для того, чтобы вы ездили и наслаждались. И есть такой промокод Дима. Вот вы скажете от Димы, окончика. И он сделает вам скидку. Короче говоря, вот обращайтесь. Вроде, ну вот уже к нему люди обращались от меня. Никто пока не жаловался. Ну и сам я я доволен. Ремонтирует парень вообще, у него все в порядке. Да, пока нету там подъемников, там суперсервиса, еще что-то. Но он прям... Мне его посоветовал Дима Грейлих. Дима, привет, с Леной. Наши тыквенные короли. Наши тыквенные короли тут, да, живут неподалеку от нас. Вот он мне посоветовал его, парень вообще. И адекватный, спокойный, просто, ну... Сам как человек просто нормальный. И с руками, и с головой дружит. Так что обращайтесь, Катя телефон его там вставит. Да, все вставят. Так что все, что касается автомобилей, можете смело обращаться. Все, вот, отлично. Все Ну, делает достойные цены. Примерно за 1,5 часа сделали. Вот это все убрали. Ну, еще остается вот это убрать. И забор сюда сделать. Чтобы не заваленный был. Кстати, наш размельчитель веток. Сухие ветки он очень хорошо крошит. Вот, прям они все такие. Ну, как сказать, ну труха прям вот, прям труха такая, сухие очень хорошо, которые ветки сырые, получаются вот такие вот, вот видите, вот такие бабушки рубят, вот. Ну вот, к примеру, вот ветка, она не сухая, так получается, можно 2-й раз прогнать вот это все, вот. Это уже не прорастет, ничего. Вот тоже ветка не сухая. И вот как разрубила вот на такие кусочки. Вот. Котейка ходит. Мачка. Да, ты хорошая. Ох ты какая. Мышей тут ловишь.
рыжая, трехцветная. Надо загадывать желание, если кошка трехцветная. Ой, ты какая! Ах ты, игрулька! Ах ты, игрулька! Ой, чистая такая. Что, блохи? Вот наглядный пример. Вот это сырые ветки. И вот как он рубит. Вот это большие сырые ветки. Вот. И видите как? И такая даже еще вон сок течет влажный. Можно, конечно, еще раз пропустить. Сейчас еще раз пропустим, как будет, посмотрим. Сейчас включу и будем пропускать второй раз. Так. Такая палка. Вот она забилась. Сейчас мы реверс включаем. Есть туда-сюда, обратно. Раз, включили. Отжимаем. Реверс не работает. Здесь открываем. Здесь замочек такой. Если до конца не сделать, работать не будет. Отодвигаем это. Отодвинули. Вытаскиваем. Вот. Вот теперь уже отлично. Вот видите как? Отлично. Вот это уже отличный вариант. То есть сырые ветки нужно 2 раза. 2 раза. Вот. Это уже просто мне нравится. Все, высыпаем и новые делаем.
Как в этом фильме, помнишь? Блондинка за углом? Да. Там крокодил приехал. Крокодил приехал. Там крокодил приехал. Но вы по-прежнему на канале, где семья живет, учится, работает. Ломает деревья. В Сербии ломает деревья. И дома. Рядом домик сломал Дмитрий. Да это не я сломал. Сухой вообще. Да, она вообще сухая. Ух, хорошо гореть будет тут. Кучу дров разгребли. Сейчас вот надо немножко забор подправить. Сейчас надо все кирпичи убрать в одну стопочку. Аккуратно. Тут вот, не знаем, дрова или что тут такое. Или была яма канализационная. Ну вот не знаю. И вон сколько дров. Вон. И вот сколько дров получилось. Хозяйки на зиму хватит. Думаешь, вкопать? Ну да, что? Оно здесь не нужно. Ну да, можно и вот эту поставить, да? Да. Их 4 штуки вот таких. Ну, вообще Они отлично. хорошие, да, сейчас. Нет, вот это тут могут деревья же держать. Нет, это я просто пооблокотил. Ага. Ты думаешь, я его все установил? Жестко. Осталось вот эта вот куча мне. Сейчас я посмотрю, сколько время. Время 13:13. Сейчас за сколько я ее переработаю. Ну что, с этой кучей я справилась примерно за минут 50. 13:13 начала, а сейчас время 14:06. Были, конечно, небольшие проблемки из-за того, сейчас я открою, из-за того, что дерево не сухое. Вот из-за этого забивалось. И сейчас вон полозья такие забитые. Вот, а так все отлично. Вот такой с небольшой кучкой справилась за столько. Вот. Сейчас покажу, какую кучу мы там сделали. Вот сколько сегодня перемололи. Приехали где-то в 9 часов. И вот что у нас получилось. Сухое, конечно, очень хорошо ломается. А сырое, ну и повторюсь, опять же, не очень мне нравится. Ну, вот так вот ломаются такие вот бабушки, получается. Вот. И Дима сделал забор. Тут старые дрова. Вот еще дровишки. И вот так вот заборчик. Из того, что было, чтобы собаки не перебегали и не убегали. Сегодня мы справились. И вон хозяйки сколько дров. Вот, все. Сейчас можно мыть руки и ехать домой. Да, сейчас заехали в мэрию.
купить что-нибудь вкусненькое к чаю. Что там? Ничего такого нет? Овощи, а рыбы нет. Светильнички. Вот такие. Для мышь, крыс. 100 динаров. Лампочки. 53 динара. Пена, кстати, тут есть. Для окон, кому надо, кто ремонтирует что-то. 511. Мыло, порошки. Короче, всего. Да можно тут взять? А вот эти? Да, кстати, да, возьми. надо. Да, возьми. 67. Мешки возьми, Катя. Сразу 4, там 3-4 упаковки. Ну, я недавно брала. Возьми еще. Я знаю, ты одну упаковку. Вот такие мешочки по 52 динара. Блин, металлические ящики, смотри какие. Это стеллаж. Ну, стеллажи, я говорю, А ящики. сколько стоит? 2000. Кстати, в гараж, дай? Да. 2000 в гараж. Какой размер? Они стандартные, если не помню. Ну, какой метр, наверное? 50 на метр. Нормально. Вообще отлично. Туалетная бумага. А где она? 155. Вот. Гречка. Как много гречки. 1,5 килограмма. 284. Мы приехали вот за этим. 505 динар. Манго. Манго. Сколько грамм? 500 грамм. Очень вкусные, мягкие, хорошие манго. Вот 500. Сейчас мы возьмем. 505. Пен 500. Просто песня. Сколько зимчек у нас? 5000? 5000. 5000. Приехали в Мэри вот за манго. В итоге набрали 5000. На 5000. Ну, все нужно, я тут пену увидел. Посмотрим, что за пена я взял на всякий случай. 3 баллона, 500 динар, 510 что ли. Вообще халява, 750 миллилитров. Под пистолет. Вот как раз мне надо, что. Посмотрим, если нормально, то я приеду сюда, возьму 3-4 коробки. А то, что касается, Катя говорит, по поводу оплаты, сколько нам заплатили, вопросы уже, наверное, такие, скорее всего, будут. А сколько вам заплатили там? Да. Вот. Но я не буду говорить там, да вы некорректные вопросы задаете. Нормальный вопрос, сколько заплатили. Мэри сходили. Мы сходили, скажем так, за 2 месяца на электричество мы заработали. Вот на оплату 2-месячных трат на электричество. Даже у некоторых 30 тысяч в месяц. Ну нет, люди, наверное, в разуме, мы же не могли заработать за день 30 тысяч. Убирая ветки, мусор и, понимаешь. Делать забор. Ну, мы забор делали больше от собаки. Там у женщины собачка. Вот, ей больше надо было с минимальными тратами, грубо говоря, построить какую-то ограду от собачки. А там у нее старое все завалилось, там шифер какой-то, мусор, там листва старая, там как старые. Она только недавно в дом в это заехала. И она говорит, мне хотя бы вот, чтобы понимание, а то собачка убегает за кошками, там, за всякими. У нее такая охотничья порода какая-то. Вот, и вот мы восстановили как могли. Там из какого материала было. Я там стол вкопал, ему там под кровать. Ну, короче говоря, что было там, все устроило для собаки. Тоже, я думаю, вполне достаточно.
Там, конечно, бы по большому счету, там в идеале было бы, конечно, заборчик построить, там столбы вкопать и сетку рабицу там натянуть какую-то. Это в идеале было. Но пока там какие-то, может, трудности, неважно. Короче говоря, мы исходили из того, что нам задачу поставили, мы ее выполнили. Заплатили нам, я считаю, нормально. Вот. За 2 месяца вот мы платим там, грубо говоря, 7-8 тысяч в месяц мы платим. Вот за 2 месяца мы электричество отбили. Ну, вот считайте. Мы с Катей вместе приехали. Ну, давай скажем еще то, что у нашей соседки сад, небольшой сад плодовых ягодных деревьев. И к ним приезжал сервисик, резал деревья. Там деревьев 20, наверное, да, у ней? 7 тысяч. Ну, за час, наверное, все там порезал. 7 тысяч. Мы работали сейчас с 3:30 до 3:30. Вообще не останавливаясь. Мы даже не сели. Воды попили, и, то есть мы вообще не курили, ни кофе, ничего. Ну вот, имейте в виду, сколько можно вот зарабатывать в Сербии и как. То есть у меня пока сейчас окна на заказах висят, то есть на завод. Отправил я заказы, жду. Вот, грубо говоря, неделька у меня такая отпускная получается. И думаю, а что сидеть? Не люблю. И вот с Катей поехали по объявлению, увидели. Девушка говорит, вот мне надо забор поправить. Мы говорим, конечно, поправим, сейчас приедем. А там, оказывается, не только забор, там еще и это попилили. Кусты мы все, у нас такая специальная эта машинка, которая кусты дробит. Мы на ней все прошли, все в мульчу превратили. Там еще попутно еще деревья спилили, еще там кое-что сделали. То есть, ну, все, пожалуйста. Ну, многие же спрашивают, а что там делать? Я понимаю, что такие не каждый заказы, но вы не каждый день заказы. Но если, допустим, в эту тему, вот, допустим, уборка там территории, уборка сада, там, подготовка там к весне, подготовка к зиме, если прям объявление давать в телеграм-канале, в чатах здешних, я думаю, что вы будете это, и тем более, если и цена нормальная, и если правильно будете все делать, там, деревья покрасить, побелить, все аккуратно, все, не просто там, быстрее свалил. Нет, а вот именно, чтобы четенько все. Я думаю, и, так сказать, звонки у вас тоже будут. Так что все, можно это. Везде можно жить, если не ленишься работать. Это все. Так что так. Приятного аппетита. Классная штука. Мы побелили все 30 сантиметров. Прям в печку. А вы не забывайте подписываться на нас, смотреть, нажимать на колокольчики, ставить лайки. Это нас мотивирует. А тут на меня.